Скользили пальцы по фортепиано, рождая музыку из глубины души. Маэстро-музыкант творил спонтанно, из сердца создавал, что пережил. Судьба маэстро даром наградила, кристаллы чувств переплавлял в стихи, и музыки божественная сила лечила мир от грусти и тоски. И встретились два солнца, два таланта, певец и музыкант, чтоб мир согреть. Два человека, солнца, бриллианта, сумели музыкой наш мир преобразить. У них родное было не по крови, одно казалось сердце на двоих. Юра пел песни, и по Божьей воле обычный мальчик стал известнее других. Они простыми душами совпали, сердцами зазвучали в унисон. Два солнца стадионы собирали, при этом не носив золотых корон. Когда сияет солнце, звезды гаснут. Не перепеть, не перенять, не засветить. Бог выбрал их светить не понапрасну. Они на свете будут вечно петь и жить. Ну как? Вот популярность как? Не мешает тебе, нет? Да нет. Я вообще не думал, что я буду играть. Я просто смотрел, слушал редкий раз, когда как кто-нибудь играет. А как случилось то, что ты стал играть? Как-то я однажды, у нас там в деревне, к нам группа какая-то приехала. Я просто так посмотрел, думаю, тоже попробовал научиться на гитаре. Мне купили гитару, но я так сперва ничего не мог. Но потом постепенно уже смотрел и играл тоже, пробовал. Но потом уже научился. Потом научился. И тебе нравятся песни, которые ты поешь? Нравится. Нравятся. А кто кумир твой музыкальный? Музыкальный музыки. Не знаю. Здравствуйте. Я Сергей Кузнецов, который создал группу «Ласковый май». Вы, наверное, знаете. Еще меня зовут Кузя. В 1986 году я пришел в интернат. Мне тогда по тем временам дали бешеные деньги. Это 20 тысяч рублей. Это две машины «Волги», фактически. И начали создавать коллектив. Как назвать, а уже скоро работать на сцене. И то, и другое думали. И я вдруг предложил «Ласковый май». Почему? Эта песня «Лето», там такая фраза есть. Но «Ласковый май» вступит в права. Никому не понравилось. И с пацанами на сцену выходить, как будем-то называться? Бог с ним. Пускай «Ласковый май». И спустя 2 года, после 1986 года, появилась одна известная персона. У меня дома сидит товарищ Москвы. Мама представила его. Говорит, приехал к тебе Андрей Разин. Хочется, чтобы вы вместе работали. Он говорит, я хорошо пою, но я, дурак, согласился. Когда я услышал этот вокал, это было что-то страшное. Но пришлось писать, потому как, если уж согласился, мы гастролировали по другим городам. Потом была Сибирь. И тогда я решил покинуть коллектив, потому что мне много не нравилось. Вот он, этот человек, которому я обязан всем. И единственное, с кем я общаюсь, действительно, это только с Кузей, потому что мы одно целое. Я верю, я знаю, что будут еще песни. Они есть. Они есть, я над ними работаю. Мы работаем над ними вместе. И поверьте мне, эти песни не заберет никто. На протяжении 30 с лишним лет администратор Разин, после того, как он потерял Сергея Кузнецова в 92 году, потому что Кузнецов ушел от него, на этом «Ласковый май» развалился. Я не мог уйти, потому что я был государственным ребенком и еще не имел на руках паспорта. То есть мне просто было, я был вынужден остаться с ним. Мы кумовья, мы воспитываем вместе одного сына, он отец, я крестный отец. 2006 год у меня рождается сын. Если я не буду твоим крестным, не видать тебе этих песен. Все спрашивают у меня, почему ты взял такого крестного в крестные?
Я его не брал. Он просто хочет все время влезть в мою жизнь. Все время. Я ему дал право пожизненно, бесплатно исполнять песни. Кто Это ты его такой, чтобы мне давать пожизненный право? статус. Я как правообладатель разрешил ему, сколько он будет живой, Сколько он будет живой, сколько он будет живой, столько он может петь, не платя ни рубля Андрею Александровичу Разину. Поверьте мне, его гонорар меня совершенно не интересует. Я заработал ему более 5 миллионов рублей, когда машина «Волга» стоила 1200. Когда он ушел от меня в 93 году на самостоятельную работу, с этого дня я никогда в жизни ни одного рубля с Юры не требовал, не получал, а права ему передал все бесплатно. Поэтому я судился с Кузнецовым, поэтому я стал правообладателем всех песен, названия «Ласковый май» только по одной простой причине, чтобы Кузнецов не продал никакому постороннему человеку, чтобы этот человек посторонний не запретил Юре исполнять песни группы «Ласковый май». 93-й год. То есть он теряет все, на чем он мог зарабатывать. И вот этот посторонний человек на протяжении 30 с лишним лет меня просто шантажирует всеми возможными способами. Первый альбом с Юркой мы сделали 18 февраля 1988 года. Где-то в мае месяце вся страна уже об этом альбоме слышала. Разин появился 3 июля у меня дома 1988 года, и мы познакомились. Уже вся страна слушала все это. Есть такая песня «Лето», и там строчки. Но «Ласковый май» вступит в право. Одна из последних песен, которые с Юркой мы написали, я ему текст написал, он музыку написал. Спасибо тебе за сладкую ложь. Ее называют мечтой. Спасибо за дверь, которую мог открыть любой кто-то другой. Спасибо тебе за ласки утра, за тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой попрощаться вчера. Ты чудак, придумал любовь и сделал все так, что ей верить.